Здравствуйте, друзья! Это пластмассовый енот. Простыми словами о термопластавтоматах и не только. Прежде чем мы начнем, пожалуйста, уделите пару секунд своего времени и поставьте нашему видео лайк и сделайте подписку на наш канал. Большое спасибо! В этом выпуске Андрей расскажет нам о том, как правильно диагностировать неисправность в цепи нагрева термопластавтомата. Идея этого видео возникла у нас как ответ на один из часто задаваемых вопросов наших клиентов о том, как продиагностировать неисправность в термопластавтомате, если им кажется, что что-то перестало греть. Это может быть как нагреватель, так и какой-то другой элемент в цепи нагрева термопластавтомата. Поэтому Андрей нам сейчас расскажет в целом о цепи нагрева, из чего она состоит, каких элементов, и алгоритм действий, как правильно продиагностировать проблему и ее устранить. Андрей, тебе слово. Все расскажу. Если у нас есть подозрение на то, что что-то не так в нагреве, то в первую очередь надо убедиться в этом или проверить это. То есть вот у нас видно, что есть нагрев, но при этом мы отключили две зоны искусственно. Но при этом они нагреваются от соседних зон, так как материальный цилиндр металлический. Нужно проверить температуру поверхности нагревателей, чтобы понять, греют они или не греют. Для этого можно использовать, во-первых, тепловизор, идеальный вариант. Но необходимо только снять защитную кожу. Вот на тепловизоре видно. В тепловизоре видно вот один красненький. И с другой стороны. И там дальше красненький. А середина вся холодная. Угу. При этом в контроллере середина также нагревается. Мы видим, да, температура практически одинаковая по всем зонам из-за материального цилиндра. Но по факту видим, что они не работают. Если у вас в шкафу не лежит тепловизор, то можно использовать более доступный пирометр. Бесконтактный термометр такой. Так, ты какую сейчас зону меряешь? Ага. Четвертую. 42. Дальше. Это у нас не работает. 23. И 35. Ага, то есть видно дельту, что, очевидно, эти нагреватели не греют. При этом еще раз в контроллере этой дельты в таком виде нет, она гораздо меньше. Если пирометра тоже нет под рукой, то можно старый дедовский способ взять литничок и порисовать им на нагревателях. Это надо делать минут через 5-10 после того, как нагреватель включится. Когда работающие нагреватели уже нагреются, но при этом еще не нагреются соседние зоны. Отрисуется, окей, давай, когда зона, которая эта зона выключена, и, соответственно, он холодный. Через некоторое время, когда весь цилиндр нагреется, температура зон сравняется, поэтому эти замеры лучше делать при самом начале работы, когда только начинается нагрев. Андрей подготовил такой стенд, который имитирует работу цепи нагрева термопластавтомата. И сейчас нам расскажет, как он работает и где элементы, которые есть на стенде, где они в настоящем термопластавтомате. Так, элементы нагрева, получается, цепь питания у нас идет, сигнал с контроллера подается на реле. Далее с реле уходит сигнал на сам пускатель. Много реле — это каждый реле на одну зону, да? И да. Пускатели также. Да. И далее уже с пускателя идет электричество напрямую уже на сам нагреватель. На стенде у нас нету самого контроллера. Предположим, с контроллера приходит сигнал, управляющий на реле. И далее с реле, когда оно срабатывает, оно уходит на сам пускатель. И с пускателя уже идет на так называемый нагреватель. Лампочка — это роль нагревателя? Да. Так, а внизу что это? Внизу это идет уже второй тип цепи нагрева. То есть тут уже реализовано с помощью твердотельного реле. Тут без реле промежуточного, да, сразу? Да, тут именно реле уже с контроллера идет на твердотельное реле, и с нее уже напрямую идет на нагреватель. А под ним это такой большой
охладитель, да, чтобы оно не Да, это перегревалось, радиатор. не сгорело. То есть твердотельное реле, оно имеет свойство работать бесшумно, в нем ничего не залипает, но при этом оно нагревается. Его нужно охлаждать. Далее у нас внизу расположен блок термопар, с помощью которого контроллер уже понимает, когда включать нагрев, когда отключать. Вот тут у нас где термопара. Здесь у нас она не подключена, но выглядит она вот так. Итак, Андрей, у нас ситуация. У тебя есть подозрение, что одна из зон нагрева не греет. Вот, давай, порядок действий. Первым делом при неисправности нагрева нужно проверить, приходит ли питание на сам нагреватель. Это можно сделать на самом нагревателе с помощью тестерной отвертки. То есть включаем сам нагрев, и куда вот приходит у нас провод тестерной отверткой, смотрим, приходит ли напряжение или нет. Тот светится, да, значит напряжение приходит. Только на фазу надо тыкнуть или в любую можно тыкнуть? Ну, можно на нейтраль тыкнуть. Она же там тоже Но приходит. она... Нет, на нейтраль не будет приходить. Приходит только на фазу. На фазу приходит, то есть с питанием все в порядке. Если питание приходит, но нагреватель все равно не работает, то тогда уже мы проверяем сам нагреватель путем замера сопротивления самого нагревателя. Нагреватель показывает сопротивление. Если замерять сопротивление нагревателя, не снимая сам нагреватель, необходимо обесточить саму машину и открутить питающие провода от самого нагревателя. Сопротивление у одинаковых нагревателей должно показывать одинаковое. То есть вот лежит два одинаковых нагревателя, на них сопротивление одно и то же. Здесь 30, и получается здесь тоже будет 30. На других размерах нагревателей сопротивление будет, соответственно, меняться. Если сопротивление на нагревателе не меряется, значит нагреватель неисправен, в нем есть обрыв цепи. Теперь рассмотрим тот случай, если на нагреватель уже не приходит само напряжение, то тут уже нужно будет смотреть саму электрическую цепь. Часто проблемы бывают в самом пускателе, он бывает залипает от времени, или он может залипнуть, но продолжать срабатывать. Для этого нужно прозванивать сам пускатель. Это в выключенном состоянии нужно делать? Или Конечно, да, выключен. в обесточенном, машина обесточенная. Да. То есть мы только отверткой индикаторной меряем на машине включенной, все остальные замеры делаем на машине выключенной. Ну, лучше, да. Прозваниваем сам пускатель. То есть его отключать не нужно, провода от него откручивать, да? Просто машина выключена и все. Да, да. Нажимаем. Прозванивается, значит, он будет срабатывать. В нашем случае он исправен. Когда не исправен, он может постоянно звониться, либо наоборот не прозваниваться, но при этом он будет срабатывать и не срабатывать. Следующий... сейчас он и был постоянно прозванивался или как? Он не постоянно, он в таком случае в несработанном. Сейчас он у нас не прозванивается. Вот так он не прозванивается. Здесь я его механически, если нажимаю, вот. Это в любые дырочки, да? Можно к любым контактам? Ну, нет, подсоединиться? вот есть у него есть управляющий сигнал А1 и А2. И вот еще 3 получается. Они независимые друг от друга? Или Да, они все закорочены? независимо. Далее может быть проблема с самим реле. Чтобы проверить реле на работоспособность, необходимо замерить напряжение плюс 24 вольта, приходит ли или не приходит с самого контроллера. Делаем замер. У нас контроллер выключен. У нас он сейчас в данный момент выключен. Включаем. И делаем имитацию нагрева того, что мы включаем его. На реле установлена у нас индикация, что оно сработано, но бывают такие, что реле без индикации. Смотрим, да, в нашем случае вот приходит 24 вольта,
Если не приходит, то нужно будет смотреть уже саму проводку до контроллера, или может быть проблема с самим контроллером, может быть не выходит управляющий сигнал с него. Если у нас все нормально и напряжение приходит, проверяем, приходит электричество на пускатель или нет. В нашем случае все приходит, все исправно. Проблема может быть еще в самом кабеле, помимо самих элементов. Еще бывает такое, что выходит сам автомат из строя, который именно пропускает электричество на сам нагреватель, либо его просто забывают включать. А на каждую зону нагрева еще автомат свой стоит, да? Да. Ну, для этого тоже тестерной отверткой можно проверить, как он срабатывает, приходит или не приходит. Если на станке установлено твердотельное реле, то у него есть снизу приходит управляющий сигнал самого контроллера, а сверху уже 220 вольт приходит. При срабатывании оно уже с твердотельного реле уходит на сам нагреватель. Чего тоже стоит проверять, это замерить, приходит ли 24 вольта на твердотельное реле. У нас 24 вольта приходит. Далее проверяем, приходит ли 220 вольт на само твердотельное реле. И проверяем при сработавшем твердотельном реле, уходит ли оно с него на сам нагреватель. После данных проверок можно определить, какой из узлов необходимо заменить или нуждается в ремонте. На экране вот у нас меню нагрева показано. Часто бывают проблемы с термопарами. Сейчас проблем никаких нет, у нас показывает нормальную температуру. Но бывает, возникают ошибки в виде того, что контроллер не видит термопару или она показывает заведомо ложные показатели. Сейчас хочешь сымитировать неисправность термопары. Да, сейчас я отключу одну термопару. На экране у нас значение теперь показывается минус 100 и показывает ошибку, что первая зона у нас не работает. В таких случаях необходимо заменить термопару. Это был пластмассовый енот, и сегодня Андрей научил нас диагностировать и искать неисправность цепи нагрева термопласт-автомата. Эти работы должен выполнять человек, имеющий опыт работы с силовыми цепями, имеющий соответствующие допуски. Если у вас такого опыта и допусков нет, то лучше обращайтесь к профессионалам или к поставщику оборудования. Если контент нашего канала вам полезен, не забывайте ставить лайк. Это лучшая поддержка нашему творчеству. А также подписывайтесь на канал. Заходите к нам в Telegram, в канал «Пластмассовый енот» и в чат «Литьон ТПА». Там тусуются все технари, которые работают в сфере литья пластмасс под давлением. До новых встреч!